Привет, дорогие друзья! Данное видео было записано около 12 часов назад. Мне просто важно было отследить все реакции Петра Порошенко, его окружения, администрации президента. И это было интересно. Ну а теперь, собственно, само видео. Привет, дорогие друзья! Сегодня президент Украины Петр Порошенко посетил Западную Украину. И это тот самый так называемый Томас Тур, о котором мы предупреждали. То есть Томас как часть предвыборной кампании. Вы, конечно, считали, что уже на Киевщине замечены газеты, в которых призывают голосовать за Порошенко, хотя официально он как бы еще не заявил о том, что он идет в президенты, но всем все понятно и по деятельности его средств массовой информации, и по нему самому. Это Томас Тур. Томас как решающий фактор второго срока президентского. Но внезапно что-то пошло не так. Обратимся к местным средствам массовой информации. Петр Порошенко отменил визит в Луцк. Об этом начали сообщать сразу несколько СМИ, в том числе потом и киевские. Что произошло? Он планировал, но вдруг отменил. Что-то пошло не так. И в Ровно что-то пошло не так. То есть утро прошло прекрасно, а потом посыпалось. Для начала на встречу с Порошенко в Ровно не будут пускать журналистов. Это выяснилось вот днем. А потом встреча Порошенко в Ровенском драмтеатре закрыли от прессы и общественности. Однозначно что-то с Петром Алексеевичем случилось. И я знаю, что с ним случилось. И я уже анонсировал даже в соцсетях, что я расскажу, что случилось. Для начала посмотрите, как выглядела площадь перед драмтеатром. Ну, я так понимаю, это площадь, да? Ее полностью зачистили от людей. И вот приезжает Порошенко, очень много охраны. Очень много охраны, как вы видите, вот он выходит, опять-таки охрана. Настроение у Петра Алексеевича уже к началу дня было не очень. То есть утром кто-то испортил настроение. И опять-таки повторюсь, ваш покорный слуга знает, кто ему испортил. Вот идет уже. Вот он идет. Все планировалось, конечно же, не так. Чтобы узнать, как планировалось, можете обратиться к видео, которые освещали то, что происходило с утра. Вот приблизительно вот так вот и планировалось. Пригорело настолько, друзья, что канал Петра Порошенко внезапно на своем официальном твиттере публикует вот это вот. Видите? Ну и пригорело у вас, ребята. И люди были просто шокированы этим. Даже на Гуччи АПшечка не забыла. Как же вас корежит от видео. Да, их корежит от видео. Что же произошло? Молодой человек решил задать Петру Алексеевичу вопрос. Очень простой вопрос. Патриот. Холодно. Йде. Дякуємо. Фотографируемся с ней. Вийшли. Ну не хайте. Я перебуваю. Спасибі. Петро Олексійович! Дякую. Петро Олексійович! Можна запитання? Петро Олексійович, дякую. Петро Олексійович, дякую за Томас. Я хотів би задати запитання. Чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Анатолій Шарій? Аж ніяк, бо Анатолій Шарій не український журналіст. Чому ж? Тому що він працює на Росію і вам не раджу це питати. Хто вам це сказав поставити? Підіть в церкву свічку поставити. Щоб вам не... Дякую за відповідь. Обязательно свечку поставим, но в этом ответе Петра Порошенко, конечно же, нас много чего заинтересовало. Для начала, если вдруг Петя, а я буду теперь к нему на «ты» обращаться, если вдруг этот человек, который все еще является по ошибке президентом страны, забыл, что такое преследование и как оно проявляется, то я ему, конечно же, напомню. Для этого мы пройдем на сайт ОБСЕ и почитаем
то, что рассказала Ольга Бондаренко. Итак, она рассказывает о свежаках. Национальная полиция Киева в 2017 году приняла вот такое заявление, цитирую. «Неустановленная личность в городе Киеве в неустановленное время могла совершать действия касательно растления несовершеннолетних. А проверить, совершались ли такие преступления, нужно в отношении Анатолия Шария». Несмотря на то, что следователь по делу в феврале 2018 года принял решение закрыть уголовное производство, через несколько недель его через суд заставили снова открыть производство по причине того, что следователь не проверил, совершил ли гражданин Шари преступление. В сентябре этого года следователь снова закрыл дело из-за отсутствия события преступления. Спустя несколько дней его снова открыли. Они даже не заморачиваются насчет того, что моего мужа 7 лет нет на Украине, что в Европе мы законопослушные граждане, что такое откровенное давление на журналиста, на члена EFG может негативно сказаться на имидже власти. Им все равно, потому что цель украинской власти одна – закрыть рот неугодным. В июне 2018 года на Анатолия Шария было написано еще одно заявление, где указано, что он разжигал межнациональную вражду и ненависть. В августе 2018 мы узнали о тихом судебном решении, в котором прокуратура Украины направляет в YouTube требования, согласно которым они запрашивают в YouTube данные о местоположении Анатолия Шария. И ты знаешь, что не только эти осуществляются действия, но и многие другие, да? Ты об этом знаешь. И при этом ты говоришь, что ты не преследуешь. Вы не преследуете. Ты не в курсе о запросе твоей прокуратуры через суд к Ютубу. Ты не в курсе, не знаешь об этом, да? Ты не знаешь о том, что они запрашивают мое местоположение. А скажи, вот об этом ты, мразь, знаєш? Це ж твій канал, да? Проросійського пропагандиста Анатолія Шарія сестра звинувачує у розбещенні. Відповідний позов вона подала в слідчий комітет Російської Федерації. Вот именно на этой теме Петр Алексеевич Порошенко, его администрация и те умники, которые ему посоветовали вот именно идти вот этой дорогой, перешли черту. Ты отменяешь встречи с людьми, да, ты можешь хоть в танке приезжать. Ты понимаешь, я все равно найду людей, которые тебя настолько презирают, что они будут задавать тебе вопрос. А почему вы глушите журналиста? Касательно того, что ты ответил. Касательно того, что ты ответил, что аж ніяк, бо я не украинский журналист. Это ты так решил? У меня что, гражданство отняли? Нет, ты тогда выдай постановление и опубликуй его о том, что меня лишают украинского гражданства. Тогда мы с тобой поборемся. Я что, не журналист? Нет, я журналист. Я журналист, стою в международных организациях журналистов, да и из украинской спилки журналистов меня никто не исключал. Я таких документов не имею. Ты будешь определять, кто украинский журналист, а кто нет? Нет, ты не будешь этого определять. Ты будешь рассказывать, что я работаю на Россию? Ты будешь об этом рассказывать? Где конкретно, на какую Россию, через кого, на кого я работаю? Это не просто риторический вопрос, который я просто так задал куда-то, и все, и блок, и на этом все закончилось. Нет, я подаю на тебя в суд. Я подаю на тебя в суд, и в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю, будешь рассказывать, почему я не украинский журналист, и вообще будешь что-то рассказывать. Смотри, Петя, для юридического сопровождения я привлекаю команду, юридическую поддержку нашего друга Андрея Портнова. Мы тебя будем глушить юридически, так, как тебя еще, наверное, не глушили. Ты за каждое свое слово ответишь. Ну и, конечно же, ты ответишь за эти все преследования. Это абсолютный факт. Да? Иногда надо просто остановиться и извиниться. Извинений от тебя за вот эту вот грязную тему я не слышал. Я слышал опровержение от тех, кого ты нанял для того, чтобы это вот газовать на этой теме. А от тебя нет. Я тебя не боюсь. Как не боятся тебя те ребята, которые тебе будут задавать эти вопросы. Будут задавать эти вопросы. Они не за деньги их задают. Они их задают, потому что они тебя презирают. Это моя инициатива, и я им отправляю по 15 тысяч гривен, чисто в качестве просто презента. Не они тебя не боятся, не я тебя не боюсь. Ты не страшный, ты смешной. За свои слова ответишь в суде. Я тебе отвечаю. Ну, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А ты меня и так смотришь. Пока. Як остаточне прощавання. Це остаточне прощавай Радянському Союзу і Російській імперії.
Остаточне прощавай. Остаточне прощавай радянській Російській імперії. Це